испекла блинов сегодня. А испекла я их для того, чтобы пойти с вами в гости к моим соседям-пенсионерам, которые нас ждут на утренний чай. Пока я пойду до них пешком, я расскажу вам немножечко о пенсии в Новой Зеландии. Здравствуйте! Кто впервые на моем канале, меня зовут Олеся, я живу в Новой Зеландии. И недавно открыла свой YouTube-канал, на котором я делюсь, как я живу в Новой Зеландии, как люди здесь живут, и своими какими-то мыслями. Если вам нравятся мои видео, ставьте лайк, подписывайтесь и присоединяйтесь в нашу дружную компанию. Итак, сейчас мы идем с вами в гости к моему бывшему коллеге из ветеринарной клиники. Мы с ним работали вместе несколько лет назад, а теперь мы соседи. Его зовут Грег, и его супругу зовут Джанин. Они пенсионеры. Он работал у нас ветеринарным врачом, замечательный человек, хороший врач. Сейчас гостит у них еще внучка, 3-летняя девочка из Австралии. Я купила ей гостиниц, поэтому скоро познакомимся. Давайте поговорим о пенсии в Новой Зеландии. Пенсионная система состоит из двух основных частей – государственного пособия и частных пенсионных накоплений. Государственные пособия выплачиваются, это обычная пенсия, выплачивается после 65 лет. В стране надо было прожить 10 лет, но это постепенно увеличивает уже до 20 лет проживания в стране. Размер пенсии зависит от семейного положения и других доходов. Сейчас скажу вам поподробнее, что это. Если у вас нет никаких других доходов, то это налоговый код М. В дальнейшем, если у вас есть какой-то второй доход дополнительный, то это код С. Если у вас доход дополнительный приносит вам от 48 до 71 тысячи в год, то это SH, ST, видите, от 70 до 180 тысяч в год новозеландских долларов. Ну и последнее, это свыше 180 тысяч долларов в год, это код SA. Итак, если вы живете с партнером и у вас нет никакого вторичного источника дохода, то вы будете получать каждые 2 недели 803 доллара на каждого. Если у вас есть вторичный источник дохода, то вы будете получать 761 доллар на каждого каждые 2 недели. Ну и так далее. Видите, сумма меняется в зависимости от того, какие у вас доходы ежегодно дополнительные. Частные пенсионные накопления, они осуществляются несколькими системами. Самая популярная система – это KiwiSaver. Это схема такая добровольных пенсионных накоплений за счет взносов работодателя, работникам, ну и также государственные ежегодные взносы, которые составляют 521 доллар где-то примерно в год. KiwiSaver не можете вы использовать, вот если вы начали уже добровольно в KiwiSaver вкладывать деньги, то вы можете только в 3 случаях забрать оттуда деньги. Первое, если вы хотите купить дом, первый дом, и вы можете использовать на депозит эти деньги. Второе, если вы достигли 65 лет. Ну и третье, если у вас очень серьезные какие-то финансовые проблемы, то в этом случае вы можете забрать эти деньги. Ну, а так... Цветы калы в Новой Зеландии не в почете, это как сорняки. Вот я и пришла, это дом Грега. Вот я купила такие раскраски для ребенка и книжку Винни-Пуха. И вот я уже подхожу к дому. Большое спасибо, что пригласили меня. Пожалуйста. Не могли бы вы рассказать моей аудитории, чем вы занимались до пенсии, как вас зовут и немножко о себе? Меня зовут Грег Доусон Шехан.
И всю свою жизнь я проработала ветеринарным врачом. Я работала в основном в Окленде, на Блокхаус-Бэй-Роуд, а Джанин была администратором этой клиники. О, серьезно? Я не знала. Ну да. Ты много чего не знаешь еще. Как давно вы вместе? Мы вместе где-то примерно 24 года. Какие ваши хобби? У меня много хобби. Во-первых, у нас большой сад, и это требует достаточно много времени ухаживать за этим. У меня есть рыболовная лодка, и я люблю рыбачить. Хорошо рядом пляж. Я также держу пчел, у меня много меда. И у меня есть маленький самолет, который я держу недалеко здесь на поле. Грег, у меня есть подписчица, которая спрашивала про манука дерево. Ты когда-нибудь видел манука дерево? Ну, вообще манука деревья есть везде вокруг. Но мои пчелы питаются нектаром от пахутакавы. Это другое дерево. У меня пахутакава мед. А манука дерево легко выращивать? Да, достаточно легко. Это наше новозеландское дерево. Достаточно легко выращивать. Фермеры вначале срезали его, поскольку им нужна трава кормить коров. Но потом начали снова выращивать, поскольку мед манука хани очень дорогой. Сейчас зима, поэтому ничего особенного в саду ты не увидишь. Вот, а это наша внучка. Она приехала из Австралии. Она не Киви, она Ози. Она у нас будет 3 недели. Мы так счастливы, что она у нас. Джанин, а какое твое хобби? Я очень люблю йогу. Также я люблю рисовать. Я люблю читать. У меня есть птичка, я за ней смотрю. Также вот за этим вот чудом, за Джорджи. Вот за ней я смотрю. За моей собакой. Также я смотрю за своим домом. За мной смотришь. Да, это точно. Я люблю спокойную, тихую жизнь. Я люблю тишину. Скажите, а в каком возрасте вы вышли на пенсию? Хороший вопрос. Мне было 65, а мне 50. Мы 2 года путешествовали, и когда вернулись, я уже не вышла на работу. У меня было 2 внука, мне надо было смотреть за ними. Да, и я тоже, когда вернулся с путешествия, я не работал какое-то время. У вас есть 3 детей, да? Да, у меня есть 3, и у Джанина 1 ребеночек. Все вместе у вас, значит, 4. Да, нас 4. У нас есть 2 внучки и 2 внука. А вы с ними поддерживаете связь? Да, насколько мы можем, мы поддерживаем связь. И ездим в Австралию 1-2 раза в год, как минимум. Это там у нас 1 дочь. Скажите, в Новой Зеландии действительно дети часто покидают дом свой рано, от родителей уезжают рано? Не обязательно. Это зависит от того, насколько они финансово вообще способны снимать дом или комнату. Но надо платить за все, за интернет, за электричество. Ну, то есть им достаточно дорого вот так снимать. Но для вас не проблема, если ребенок платит вам за аренду.
Да, как они начинают работать, они вносят вклад в семью, чтобы быть ответственным ребенком, а потом ответственным взрослым. У Джанин и у меня в год получается пенсия 32 тысячи новозеландских долларов. Это после налогов. Но у вас это в связи с тем, что у вас есть какой-то вторичный доход. Да, конечно, у нас есть инвестиции. Очень важно в Новой Зеландии купить дом и выплатить ипотеку до 65 лет. А если ты работаешь еще очень тяжело и стараешься думать об инвестициях, то хорошо было бы купить еще один дом или хотя бы какие-то ценные бумаги, что-нибудь на будущее. То есть надо смотреть вперед и планировать, и инвестировать себе на пенсию. То есть вы планировали, когда были молодые? Да, да, да. Ну, пенсию правительство всегда платило, мы не были уверены, что оно будет продолжать платить. Поэтому мы просто решили не полагаться на правительство. Слава богу, они до сих пор платят нам. Вы хотели когда-нибудь уехать жить, где-то пожить в другом месте, за границей? Ну, мы жили. Я люблю Новую Зеландию. И всегда хотела жить в Новой Зеландии. Но в период, когда у нас зима, я предпочитаю быть в Австралии. Да, в Австралии. Когда вот ты становишься старше, и у тебя есть и пожилые родители, и дети, и внуки, ты не хочешь никуда уезжать. Ты, наверное, знаешь это. Ну да. Грег, Дженин, если бы у вас не было бы вторичного вот такого дохода, то было бы тяжело вам выжить на пенсию, которую платит правительство? М, Нет, ты можешь выжить, но ты не можешь роскошно жить. Не можешь позволить себе лишнего кофе на улице, заправить себе лодку бензином, чтобы пойти порыбачить, потому что это дорого, путешествовать. Ну, то есть, когда ты на пенсии, тебе все-таки нужно что-то дополнительное, чтобы жить нормальной жизнью. Либо киви-сейва, либо недвижимость вторую. Да, это идеально было бы. Ну, есть люди, которые до 65 дожили, и у них ипотека до сих пор, то они могут продать свою недвижимость и переехать куда-то в более дешевое место. А те, у которых вообще нет денег, им предлагает правительство, ну, просто жилплощадь, типа квартир. И если совсем в каких-то тяжелых ситуациях, то выплачивают субсидии. Насколько я понимаю, что чем меньше ты зарабатываешь, тем больше помощи от государства. А если чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя налоги, и тем меньше помощи от государства. Да, да. Это правда. И чем больше ты зарабатываешь, тем меньше ты имеешь помощь от государства. Я всегда говорил, если у тебя нет плана, ты идешь никуда. Еще один вопрос к вам. Вы знаете, у нас в России очень такое, ну, неприятное такое отношение к домам престарелых, поскольку и условия там не очень. Ну и потом у нас другая структура семьи, у нас старшие, за старшими часто приглядывают дети. Ну, это наша такая культурная особенность. У меня такой вопрос к вам. Вы общались со своей семьей, со своими детьми
Если случится так, что по медицинским показаниям или в случае там, ну, деменции, симптомов, поедете ли вы в дом престарелых? Что вы думаете? Я думаю, что дома престарелых и вот эти деревни — это просто прекрасно. Люди общаются там, занимаются различными секциями, ходят в рестораны, занимаются спортом. И это просто прекрасно. Мы решили, что когда мы совсем не сможем смотреть за домом, или у нас будут серьезные медицинские показания, мы поедем. Да. Да, у нас есть сад, за ним ухаживать надо. Если мы дойдем до такой ситуации, что нам нужна будет помощь, мы переедем в дом престарелых. Они разные. Есть там независимое проживание, есть как госпиталь, деменция, отделение. То есть в зависимости от твоего положения, насколько ты можешь вообще обслуживать себя. Если нам кому-то из нас будет плохо или будет деменция, мы переедем. Спасибо вам большое. Это тебе спасибо. Я еще хотела бы сказать, что дома для престарелых, эти деревни, это просто такие великолепные условия. Ты живешь там как в своем доме. Ну, правда, ты не можешь лодку свою там держать, пиво варить в гараже и пчел. Ну, потому что у них мало места, я думаю, поэтому. Но можно очень хорошие взять и двухкомнатные апартаменты, просто прекрасно. Я решила, если я вдруг потеряю Грега, то я обязательно перееду в дом престарелых. Это мы поднялись на второй этаж посмотреть немножко вид из окна. И вот этот телескоп, куда Грег частенько наблюдает и видит дельфинов или каких-либо людей, которые нуждаются в помощи на воде. Он сказал, что он бывает звонит в службу, чтобы спасли каких-нибудь серфингистов или еще каких-либо пловцов. Посмотри, какая красавица. Понюхай. Да. Камелия, да? Да. Это единственная камелия, которая пахнет. Обычно она пахнет лучше, что-то сегодня не очень. Это другая камелия. Приходи в январе-феврале, все будет цвести пышным садом. Обычно камелия не пахнет, а вот это пахнет. Очень необычная камелия. Я сказала Джанин, что если я найду женщину, которая пахнет этой камелией, до свидания, Джанин. А это моя лодка. На ней я как раз и рыбачу. Маленькая лодка. Вот здесь один такой маленький двигатель.
что теперь я иду домой. Большое спасибо, Грег, спасибо, Джанин, что меня сегодня приняли. Очень приятно мне было вас встретить. Спасибо, что показали моим подписчикам, как вы живете. Вот я вернулась домой после Грега и Джанин. Они мне дали вот такой вот, видите, урожай своих апельсинов. Приятная очень пара. Я надеюсь, вам понравилось это интервью. И всего вам самого доброго, счастливо и пока.